Вчера вечером празднование 75-летнего юбилея Софии Ротару было омрачено трагическим известием о внуке певицы, модели и психологе Анатолии Евдокименко. Несколько дней назад во Франции, в Ницце, отказавшись сдаваться полиции, трагически ушел из жизни один из виновников смерти внучки Софии Ротару, 30-летний французский бизнесмен Франсуа Батти. Однако второму соучастнику преступления, Анатолию Евдокименко, удалось скрыться, но вчера вечером в Париже его настигла справедливая кара. Французская полиция, вооруженная огнестрельным оружием, вышла на след молодого человека в тот момент, когда он находился в одном из летних кинотеатров Парижа. Внука Ротару буквально изрешетили. Он получил 4 серьезных ранения. Французские СМИ сообщили шокирующие подробности задержания Анатолия Евдокименко. Стало известно, что, бросив своего подельника Франсуа Батти, Анатолий Евдокименко смог перебраться из Ниццы в Париж. По мнению общественности, внук Ротару мог бы еще долгое время скрываться от полиции, однако Анатолий совершает серьезную трагическую ошибку. Молодой человек совершает нападение на ювелирную лавку в пригороде Парижа. Все обошлось без жертв, но продавцы смогли составить фоторобот преступника. Далее молодой человек и вновь серьезно ошибается и буквально подставляет себя под французскую полицию. Анатолий Евдокименко снимает номер во французской гостинице и пытается затаиться на несколько дней. Вчера вечером он покидает гостиницу и направляется в один из летних кинотеатров города. Однако его фоторобот известен, и французская полиция ведет за ним наблюдение. На вечернем киносеансе присутствовало мало людей, поэтому при задержании преступника удалось обойтись без жертв. На данный момент после 4 ранений Анатолия Евдокименко спасают лучшие французские врачи, ведь молодой человек должен публично ответить за смерть родной сестры. По мнению французских медиков, ситуация практически безнадежная, и молодого человека может спасти только молодой возраст. Сама Софья Михайловна, которая в эти дни держится буквально на успокоительных уколах, отнеслась к трагедии весьма спокойно. Каждый получает по своим заслугам. Если так случилось, значит это к лучшему. Узнав о страшном горе, заявила София Ротару.